Чужие цели. До сих пор мы рассматривали внешний мир для человека как пространство вариантов с секторами, связанными в линии жизни. Если параметры энергии мысленного излучения человека совпадают с параметрами сектора, тогда сектор воплощается в материальной реализации. Однако и сам человек в энергетическом плане представляет собой индивидуальную сущность, имеющую свой уникальный спектр излучения. Каждый индивид имеет в пространстве вариантов свои линии жизни, наиболее подходящие для фрейли его души. На своих линиях жизни человек встречает минимум препятствий, и все обстоятельства складываются в его пользу. Фрейли души человека удачно вписывается в свою линию жизни и легко достигает своей цели. Точно так же родной ключ легко поворачивается в замке и открывает запертую дверь. Нам нет необходимости точно знать, почему и как все это происходит. Имеет значение только сам факт, что каждый человек имеет свою стезю. Если человек идет к своей цели через свою дверь, у него все складывается благополучно. В противном случае, если человек свернул со своей дороги, на него сваливаются всевозможные напасти, и жизнь превращается в сплошную борьбу за существование. Для души это настоящая трагедия. Ведь вы расстраиваетесь, если на выходные дни выдается плохая погода. Можете себе представить, что чувствует душа, когда уникальный шанс, данный ей этой жизнью, пропадает зря. Душа видит, как разум, увлеченный маятниками, ломает себе всю жизнь, но она не может ничего изменить. Он, вступая в этот мир, не знает четко, что надо делать, чего хотеть, к чему стремиться. Душа, если точно не знает, то, по крайней мере, догадывается, но разум ее не слушает. Маятники тут же берут разум в оборот, навязывая ему свои цели и правила игры. Они заставляют людей выбирать чужие цели и толпиться у чужих дверей. Слабые попытки души повлиять на разум ни к чему не приводят, настолько сильно влияние маятников. Многим из нас с детства внушали мысль о том, что успеха можно достичь только упорным трудом. А еще надо настойчиво идти к своей цели, преодолевая препятствия. Одно из самых больших заблуждений состоит в том, что за счастье надо бороться, проявить настойчивость, упорство, преодолеть множество препятствий, в общем завоевать свое место под солнцем. Это очень вредоносный ложный стереотип. Давайте разберемся, каким образом он сформировался. Человек обычно попадает под влияние маятников и сворачивает со своей стези. Естественно, в таком случае на его пути нагромождается множество препятствий. Но человек хочет добиться счастья, поэтому ему приходится эти препятствия преодолевать. Попробуйте угадать, в чем состоит его заблуждение. В том, что он идет к чужой цели через чужую дверь? Нет. Ответ вам опять покажется неожиданным, как и все в этой книге. Заблуждение человека состоит в ложном убеждении: если я преодолею препятствия, тогда там, впереди, меня ждет счастье. Это не более чем иллюзия. Впереди нет никакого счастья. Сколько бы человек ни старался, он всегда будет находиться в положении догоняющего заходящее солнце. На чужой линии жизни человека не ждет никакое счастье ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Многие люди, добившись с большим трудом поставленной цели, не ощущают ничего, кроме опустошения. Куда же это счастье подевалось? Да его там вовсе и не было, ведь это мираж, созданный маятниками для того, чтобы человек отдавал им энергию на пути к иллюзорному счастью. И еще раз повторяю, впереди нет никакого счастья, оно либо есть здесь и сейчас, на текущей линии жизни, либо его нет вообще. В чем же заключается счастье в модели трансерфинга? Может, оно придет, если добиться именно своей цели? Опять не угадали. Счастье приходит во время движения к своей цели, через свою дверь. Если человек находится на своей линии жизни, на своей стезе, тогда он испытывает счастье уже сейчас, даже если цель еще впереди. Тогда жизнь превращается в праздник. Когда цель будет достигнута, это будет радость вдвойне. Однако уже само движение к своей цели превращает каждый день в праздник. Движение к чужой цели всегда оставляет праздник в иллюзорном будущем.
Достижение чужой цели приносит разочарование и опустошение, но никак не счастье. Ваша цель – это то, что доставляет вам истинное удовольствие. Это не то, что приносит временное удовлетворение, а то, что дает ощущение радости жизни. Ваша дверь – это путь движения к своей цели, на котором вы испытываете увлечение и вдохновение. Нельзя сказать, что там все всегда дается легко. Главное, что движение через вашу дверь не опустошает, а наоборот вызывает прилив сил. Если идешь к своей цели через свою дверь, препятствия преодолеваются легко, да и труд не в тягость. Если же на пути к цели вы прилагаете все усилия, трудитесь без вдохновения и устаете, значит это чужая цель или вы ломитесь не в свою дверь. Отметим характерные признаки чужих целей. Чужая цель – это всегда насилие над собой, принуждение, обязанность. Если находите в своей цели хоть малейшую принудительную необходимость, можете смело от нее отказываться. Вам не придется себя уговаривать, если цель ваша. К ней идти приятно. Процесс ее достижения доставляет удовольствие. К чужой цели вы идете, преодолевая множество препятствий. Путь к чужой цели – это всегда борьба. Маятнику нужно, чтобы все четко выполняли свою работу винтика, на благо всего механизма. Вам трудно, но вы будете это делать, потому что маятники внушили, что все достается тяжелым трудом. Если ты крутой, ты должен преодолеть себя, сметать все на своем пути, пройти через огонь и воду, завоевать себе место под солнцем. А если слабый, знай свое место и помалкивай. Чужая цель выступает под личиной моды и престижа. Маятникам нужно заманить вас на чужие линии жизни, поэтому они будут стараться вовсю. Морковка должна выглядеть очень аппетитно, тогда разум, очертя голову, бросится за ней. Маятники не могут во всех случаях заставить вас выполнять правила «делай, как я». Вы сами должны этого захотеть. Для этого создаются мифы успешной карьеры звезд. Они демонстрируют алгоритм их успеха и ставят перед выбором либо повторять чужой опыт, либо оставаться ни с чем. Откуда вам знать, как добиться успеха? А вот они знают, результат налицо. Но, как уже было показано, звезды добиваются успеха именно потому, что взламывают правила «делай, как я» и идут своим путем. Алгоритм вашего успеха неизвестен никому, кроме вашей души. Чужая цель манит своей недоступностью. Так уж устроен человек, что его привлекает все, что находится под замком. Недоступность порождает желание обладать. Такое свойство человеческой психики берет свое начало из детства, когда хочется много, а доступно очень мало. Часто бывает так, что если в игрушке отказывают, ребенок будет изводиться до тех пор, пока не получит ее, а потом сразу теряет к ней всякий интерес. У взрослых другие игрушки, но они тоже ведут себя, как дети. Например, взрослый ребенок не имеет ни слуха, ни голоса, но ему кажется, что он любит петь. На самом деле Соловушка не хочет смириться с тем, что это не его стезя. Ведь у других вон как хорошо выходит, а чем я хуже? Отбросьте важность цели и ответьте на вопрос, действительно ли вы желаете всей душой или вам только хочется желать. Если путем достижения цели вы хотите себе и всем что-то доказать, значит это неверная цель. Ваша цель не висит на шее тяжким бременем, она просто доставляет вам истинное удовольствие. Чужая цель навязывается другими. Никто, кроме вас, не может определить вашу цель. Можете спокойно выслушивать поучения знающих людей о том, как вам поступать. Делайте свои выводы и поступайте, как знаете. Но как только кто-то начинает вас учить, к чему вы должны стремиться, сразу же отвергайте такое грубое вторжение в свою душу. Ей и так довольно бредовых идей своего разума. Никто не может указать на вашу цель. Есть, правда, одно исключение – случайно брошенная фраза. Как вы помните, случайные фразы могут служить знаками. Знак вы сразу почувствуете. Чья-то непреднамеренная фраза может неожиданно зажечь в душе огонек. Если коснулись вашей цели, душа оживится, поможет осознать, что это то, что нужно. Но это должен быть тот случай, когда вас не пытаются в чем-то убедить или наставить на путь истинный, а просто, как бы между прочим,
делают какое-то замечание или дают рекомендацию. Чужая цель служит улучшению чужого благосостояния. Если цель не приносит улучшения в жизни, значит она не ваша. Истинные цели всегда работают на вас, на благополучие и успех. Ваша цель нужна только вам. Если она прямо служит для удовлетворения чужих потребностей, улучшения чужого благосостояния, значит цель чужая. Маятники под любым благовидным предлогом попытаются заставить вас служить другим. Способы существуют разные. На людей с обостренным чувством вины обычно действуют слова «должен», «обязан», «надо». Такие и в самом деле находят утешение в отработке своих мнимых грехов. На других может подействовать лозунг «в вашей помощи нуждаются». И это тоже срабатывает. Как вы понимаете, такие методы держатся на внутренней и внешней важности. Следует помнить, что мы живем прежде всего для себя и никому ничего не должны и ничем не обязаны. Вы не сможете сделать счастливыми других. Зато запросто сможете им навредить, если будете сами несчастны. Чужая цель вызывает душевный дискомфорт. Ложные цели, как правило, очень привлекательны. Разум с упоением будет во всех красках расписывать всевозможные достоинства цели. Но если при всей привлекательности цели вас что-то гнетет, необходимо быть честными с собой. Конечно, разум и слушать ничего не хочет, все прекрасно и замечательно. Тогда откуда берется тень дискомфорта? Я повторю важное правило из предыдущей главы. Размышляя о цели, не думайте о ее престижности, недоступности и средствах ее достижения, обращайте внимание только на состояние душевного комфорта. Представьте, что вы достигли цели и все позади. Хорошо вам или плохо, если к удовольствию примешивается опасение или тягостное ощущение какого-то бремени, значит это душевный дискомфорт. Стоит ли связываться с чужой целью? Ваша цель будет еще более привлекательна и доставит вам еще больше удовольствия при полном отсутствии дискомфорта. Нужно только отвернуться от маятников и найти ее. Если вас не удовлетворяет занимаемое в этом мире место или преследует цепь неудач, значит в свое время вы попали под влияние деструктивных маятников и пошли к чужой цели через чужую дверь. Чужие цели требуют много энергии и труда. Ваши же, напротив, достигаются как бы сами собой, все идет как по маслу. Чужие цели и двери всегда обрекают вас на страдания. Найдите свои цели и дверь, тогда все проблемы исчезнут. Вы можете сказать: а если я не знаю, чего я хочу, как мне узнать? Задаю встречный вопрос. А сами хоть раз всерьез задумывались над этим? Как ни странно, большинство людей настолько озабочены делами маятников, что крутятся буквально как белки в колесе и не находят времени для себя, для своей души. Вопросы о том, чего же действительно они хотят от жизни, люди решают на бегу, мимолетно, урывками, бездумно, находясь под давлением проблем. Не нужно заниматься самокопанием, достаточно хоть на время успокоиться, уединиться и все-таки послушать шелест утренних звезд. А если вообще ничего не хочется, это говорит о том, что ваш энергетический потенциал крайне низок. Состояние депрессии, апатии – это явное свидетельство того, что энергии хватает только на поддержание существования. Тогда вам следует повысить ее запасы. Ваша душа не может ничего не хотеть. Вы просто не в силах ее услышать.